Мой интерес к Восточной Пруссии и Калининградской области зиждется на их чистой притягательности. Притягательность – это не понятие, как сказать, социальных наук, да? Или еще каких-то таких наук. Хотя, может быть, это и понятие психологических наук. Правда, будучи переведенное на сразу все европейские языки, оно превращается в аттрактивность. Но никакой особой аттрактивности у Калининградской области нет. А вот притягательность у нее очень сильная. Конкретизируем. В Калининградской области почему-то очень хорошо себя чувствуешь. Физически. Приезжаешь туда летом, там почему-то хорошая погода. Приезжаешь туда зимой, все чуть-чуть припорошено снежком, и картина напоминает какой-нибудь шедевр Питера Брейгеля-старшего. Особенно в сельской местности. Когда вы уезжаете в Калининградскую область, вы уезжаете из России. Но не приезжаете в Европу. Вы оказываетесь в пространстве межтерриториальности. Вы оказываетесь в каком-то очень странном пространстве эксперимента, который вот уже многие десятилетия идет. Непонятно, чем он закончится. Мы знаем, как он начался насильственным образом. Сложилось какое-то такое пространство, в котором есть ощущение, никакие законы по-настоящему не действуют, ни европейские, ни российские. Они там тоже какие-то уже другие. И главное, вы оказываетесь там наедине с этой самой природой, раз, наедине с людьми, которые не совсем, оказывается, такие, как в континентальной, назовем это, России. И там, в этом пространстве, вы можете рассуждать о чем угодно. Вдруг у вас возникают вопросы о судьбе Европы. Вот когда вы приезжаете в Европу, там эти вопросы как-то не очень возникают, правда? Европа изменилась, Европа, тем не менее, существует, она работает, она функционирует, да, у нее есть болезни, но в Европе нужно пользоваться Европой. Мы и пользуемся. Находясь в России, конечно, мы все время о России рассуждаем, и тем не менее это какие-то очень тяжелые, болезненные рассуждения, ты их все время гонишь от себя. Потому что нет ничего ужаснее, как всю жизнь только рассуждать о России. И вдруг вот вы приезжаете в какое-то такое пространство неких неосуществленных и, может быть, даже совершенно неосуществимых возможностей и для Европы, и для России. И там вам хочется рассуждать и о том, и о другом. Само место призывает вас к свободному и абсолютному мышлению. Дух Канта поднимается за вашей спиной. Приезжать в область в последнее время стало как-то совсем горько тому, кто, конечно, ищет крупицы прошлого. Да? Вообще, в 1945 году город Кёнигсберг, конечно, был очень сильно разрушен и поврежден. Но не так сильно, как Кёльн, Гамбург. Я уж не говорю про Дрезден и прочие. Он был вполне восстановим. А область вообще была почти не затронута боями. Города и деревни стояли такими, какими они были. И такими они сохранялись в 40-е годы, 50-е годы, во многом и 60-е годы. В конце 60-х годов началось панельное жилищное строительство. Оно, конечно, сильно изменило облик небольших городов и облик Калининграда. Однако где-нибудь в глубинке области все было точно так же, как в 1944 году. А вот потом пришла перестройка,
развал 90-х годов, а потом вслед за этим вот этот подъем активности денежной, строительной и всякой прочей активности. И вот тут началось, оно произошло, можно сказать, прямо на моих глазах, разрушение всего, что еще оставалось. А оставалось еще много-много-много. И разрушение идет сейчас. Оно не прекращается семимильными шагами. Самые последние и самые досадные разрушения – это уничтожение дорог, аллей, дорог, обсаженных великолепными деревьями, под предлогом того, что эти деревья мешают нашим автомобилистам. Кстати, вот, отвечая на вопрос, как повлияла местность, ее структура на переселенцев, на наших жителей. По идее, дороги Восточной Пруссии должны были бы приучить российских автомобилистов к аккуратности, к осторожности, к соблюдению правил. Но ничего этого не произошло. Наши автомобилисты на этих узких, красивых и часто очень длинных дорогах стали демонстрировать свое ухарство. Многие погибли. И когда мы едем по области, там и сям видим венки на этих деревьях. Иногда их называют «последние солдаты фюрера». Ну, местные жители. Так вот, теперь эти деревья везде и всюду пилят. А если уничтожить эти дороги, то притягательность Калининградской области, о которой я говорил, она сильно пострадает. Потому что в этих дорогах заключено очень многое от настроения, вообще от некой идеи. А что это за идея? Это, конечно, идея гармонических отношений между цивилизацией и природой. За последние годы количество утрат огромно. И вот ты знаешь какой-нибудь дом старый, и приезжаешь, а его нет. И это чрезвычайно больно. И нет его не потому, что там война, и не потому, что советская власть, будь она неладна, а потому, что он никому не нужен, потому что привести его в порядок нерентабельно, потому что дом этот не отвечает, предположим, жилой дом на одну семью, большой, где-нибудь второй половины XIX века, с толстенными стенами, с огромным чердаком, с гигантским подвалом, комнаты с высокими потолками, с каминами. Но дом этот не отвечает тем ожиданиям, которые есть у современного человека с деньгами. Ему нужен другой дом. Зачем ему этот дом-крепость эпохи Бисмарка? Он что, тоже приготовился отстаивать до последней капли крови германскую идею? Нет, он совсем к другому приготовился. Ему этот дом не нужен, он не хочет его покупать. Он строит рядом, он поджигает этот дом, и потом на его месте, на попелище, возводит то, что отвечает его вкусу и представлениям о том, как должен жить вот современный средней руки предприниматель в Восточной Европе. Он должен как-то жить примерно так, как живет литовец, сосед, поляк, сосед, восточный немец. Вот как-то так. В принципе, довольно скромно. Вот что должно было бы все это немецкое воспитать в наших людях? Какую-то большую рациональность, да? Немцы, а особенно восточные прусаки, это носители порядка, идеи порядка. Но есть какие-нибудь подвижки в этом плане? Никаких. Никаких. Никакой рациональности, никакого порядка. Экономность, способность обходиться немногим. Восточная Пруссия, да и Германия вообще, это ведь вам не Неаполь.
Это ведь страна суровая, еды немного, дом просторный, но не очень большой. Но вообще ничего особенного. В церкви нет никаких роскошных алтарей. Все очень сурово. Столько, сколько нужно человеку. Может быть, меньше, чем нужно, во всяком случае, немецкому человеку протестантского склада. Нужно и сегодня совсем не так много, как нужно русскому человеку. Нужно русскому человеку очень всего много. Ему и дом полная чаша подавай, и образование ему подавай, и поездки по всему миру ему подавай, и мировое гражданство ему подавай, и все ему подавай. И он не может никак остановиться, сколько ему надо. И вот этот экономический момент, минималистический момент, самоограничение, аскеза в Восточной Пруссии, это все прошло абсолютно мимо. Никого это не интересует. Может быть, отношение к вещи, ну вот вообще западноевропейское отношение к вещи, и немецкое в частности, это отношение любовное, но особенно в Северной Европе. Вообще любовное отношение к вещи, сохранение вещи. Передалось это? Русские восхищаются этими немецкими вещами, которые до них дошли. Какая дверь, черт подрал, сделана, у нас там написано в 1875 году, дверь сделана, все еще закрывается, все отлично. Он восхищается этой дверью, но это проходит все равно мимо него. Сам сделать такую хорошую дверь он не может, не хочет, она по-настоящему ему не нужна. Воспользоваться чем-то уже готовым он может. Но теперь все-таки посмотрим о некоторых влияниях. Конечно, они есть. Вот только я бы сказал так. Это влияние не столько Германии, это влияние Запада, внутри которого содержится Германия. В чем я вижу самое главное влияние и земли, и домов, и вообще этой вот якобы Германии. Но мне кажется, что в Калининградской области очень много людей, которые усвоили идею частной собственности. Мой дом, мой участок, мой садик, частная собственность, моя калитка, моя дорожка к морю. А вот у нас тут прямо раз, и уже к морю. Очень близко. 300 метров. Частная собственность. Соответственно, быт. Быт, понимаемый по-бидермайеровски. Уют, все есть, на высоком техническом уровне, и в то же время так миленько. Ну, прям как у немцев. Правда, больше похоже на то, как у поляков. Но это один черт. Как у литовцев, как у поляков, как у немцев, среднего достатка, у которых, скажем, есть какой-то домик. Ну, или если идти как бы выше по социальной лестнице, вот город Калининград. Значит, середина его выбита, там нет ничего. Потом идет пояс таких жилых районов, где довольно много многоквартирных домов, 910-х, 930-х годов, а дальше идут самые сладкие куски. Это районы вилл. И виллы эти прекрасно сохранились. Они в разных стилях, там, неоготический стиль, модерн, необарочный, попадаются даже какие-то конструктивистские постройки. И, конечно, эти районы были самыми любимыми в Калининграде у местного населения. И вот этот идеал особняка, города-сада, этот идеал обустроенности, этот идеал еще достижимости моря на собственном автомобиле. 25 минут, и вы из Калининграда уже на море, и все прекрасно. И природа. И некоторая наслышанность местных людей, не всех, но многих, о том, что немцы – это был честный, хороший, работящий, честный, искренний,
правильный, здоровый народ. И если бы не какие-то там силы, которые его исказили, довели его вот до такого-то свинства в разных формах, то в принципе, это же... Что такое немец? Это отец высокий, красивый, мать стройная, дети, семья, и все они едут на море. И сейчас в холодную воду они рванут, и делают они добро. А потом они вернутся и на службе делают добро, и везде делают добро. То есть некий принцип добра, которого нет в России. Сколько у нас тут в России не говорят про то, что мы тоже к добру там, или к чему. Мы скорее к красоте, как известно, тянемся. Она у нас спасет мир. А вот так, чтобы быть добрым, дельным, оптимистическим, здоровым и полным надежды человеком, это еще у нас надо найти таких.